Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день? И действительно, вообразите себе, что вы, например, начали управлять, распоряжаться и другими, и собою, вообще, так сказать, входить во вкус. И вдруг вот саркома легкого. Да, саркома. И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме вашей собственной, вас более не интересует. А родные вам начинают лгать. Вы, чуя неладное, бросаете к ученым-врачам, затем к шарлатанам, бывает и к гадалкам. Как первый, так и второй, так и третий. Совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически. Тот, кто недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что от лежащего более толку нет никакого, сжигают его в печи. Да. Да, человек смертен. С этим трудно спорить. Но дело в том, что... Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. Приветствую всех. Вы смотрите канал «Диагноз Путина», и с вами я, Сергей Антонов. Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. Эта фраза из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» одна из тех, что переживают своего автора и время. Ее бессмертие объясняется не только художественной силой, но и безусловной правдой. Жизнь человека может оборваться в любой момент. Применительно к путинской России эта формула обретает особый смысл, особенно если речь идет о Владимире Путине. Его смерть может наступить хоть завтра, как по естественным причинам, так и в результате несчастного случая, покушения или последствий болезни, о которых мы можем только догадываться. Но сегодня никто не готов к этому событию, и это большая ошибка. Поэтому наш сегодняшний выпуск будет посвящен именно этому сценарию трансформации путинского режима. Сценарию внезапной смерти Путина. Это видео станет продолжением цикла программ «Мы после Путина», над которым мы работаем в сотрудничестве с объединением российских оппозиционных политиков «Комитет-2024». И основываемся на подготовленном ими докладе о сценариях падения путинского режима. Ссылку на этот доклад вы найдете в описании к видео. Путинская Россия – это персоналистская диктатура, ключевая характеристика которой – предельная централизация власти вокруг одной фигуры. Начиная с 2000 года Путин последовательно уничтожал все демократические институты, которые в нормальной стране обеспечивают сменяемость власти, соблюдение законности и прав человека, функционирование системы государственного управления. Российский диктатор сделал 80% всей экономики государственной, а управлять ею поставил своих друзей. Лояльность государственной машины, беспрекословное выполнение приказов диктатора и подконтрольность экономики обеспечивает силовой блок, состоящий из самых доверенных людей Путина. Путин в современной России – это царь, бог, вершитель судеб, владелец и распорядитель десятков триллионов рублей. Такая система организации государственной власти называется персоналистская диктатура. И, как известно, в персоналистских диктатурах смерть лидера всегда становится системным потрясением. Если в странах с устойчивыми институтами смена власти сопровождается трансформацией внутри установленных правил, то в диктатурах, подобной путинской, смерть лидера означает обрушение всей конструкции. И хотя российская конституция формально прописывает сценарий перехода власти, при котором временно исполняющим обязанности президента становится премьер-министр, а затем проводятся выборы, на практике такого еще никогда не происходило. И все мы прекрасно понимаем, что в России определяющим фактором в решении вопроса власти будет не конституция и закон, а неформальное решение путинской элиты, которая продолжит контролировать государство после смерти Путина. Вы можете сказать, мол, в нашей истории уже был такой этап, когда после смерти Сталина Политбюро в результате подковерных игр, хоть и не без конфликтов, решило вопрос преемничества. Власть устояла, и политический курс был сохранен.
и сделать вывод, что и в постпутинской России ничего не изменится, будет выбран новый диктатор, который продолжит войну. Но такое сравнение будет в корне неверным, и вот почему. Главное различие между постсталинским СССР и постпутинской Россией – это отсутствие цельной идеологии. Сталинизм опирался на марксизм-ленинизм как инструмент легитимации, мобилизации и трансформации общества. Путинский режим идеологически – это набор мифов, сконструированных на потребу момента, нелепая смесь откровенного фашизма, показного фальшивого православия и ностальгии по советскому прошлому. Всю нелепость этого идеологического винегрета наглядно демонстрируют псевдоисторические бредни Путина. Еще одно важное различие. Сталинская элита, несмотря на внутренние страхи и борьбу за власть, это были глубоко идейные люди, готовые к самопожертвованию во имя государства. Путинскую же элиту объединяют не идеи, а интересы. Личное обогащение, доступ к ресурсам, безопасность активов и сохранение власти. Это делает ее циничной, прагматичной и лишенной стратегического видения за пределами собственных шкурных интересов. Попросту говоря, они про деньги. И эти различия критически важны. Если после смерти Сталина система смогла выработать формулу коллективного руководства и продолжила его курс, то после Путина просто не найдется желающих продолжить начатое им безумие. Война против Украины, ставшая за последние годы фундаментом путинской диктатуры, без Путина остается никому не нужной сиротой и легко станет разменной монетой для наследников Путина. Эта война не коллективное решение российских элит, не ответ на военную угрозу или общественный запрос. Это результат безумия одного человека, результат его глубоких психопатологий. Именно Путин с маниакальным усердием конструировал идеологическую основу этой войны, придумывал мифы о русском мире, исторической миссии России, разделенном народе и внешнем заговоре. Принимал ключевые решения о начале вторжения, игнорируя здравый смысл и аналитические доклады. Без Путина война для российских элит становится опасным, токсичным и экономически катастрофическим предприятием, тянущим всех на дно, а то и за решетку. Если сегодня Путин несет ответственность за эту войну, то после его смерти отвечать придется всем главным бенефициарам путинского режима. Или не придется. В случае внезапной смерти Путина ответственность за принятие всех решений ляжет на несколько условных элитарных групп. Первая и наиболее влиятельная группа – это силовики. Это самый близкий круг Путина. Все они были рядом с ним последние 30-40 лет. Поэтому именно им он доверил командование миллионами вооруженных людей и защиту своей диктатуры. Эта группа будет крайне обеспокоена своим будущим без Путина, который прикрывал их все преступления. Они захотят юридических гарантий безопасности, неприкосновенности, одним словом, индульгенции за все содеянное, а также потребуют сохранения своего влияния и ресурсов. Если они не увидят этих перспектив для себя, они будут готовы к самым жестким сценариям, включая военный переворот. Вторая по влиятельности группа – государственные олигархи. Это люди, ставшие миллиардерами исключительно благодаря личному решению Путина. Они контролируют все государственные монополии, ключевые экспортные потоки, бюджетообразующие отрасли и федеральные медиакорпорации. Это кошельки Путина. И после его смерти в первую очередь они постараются сохранить свою власть и активы, главный из которых – монопольный и бесконтрольный доступ к федеральному бюджету. Третья группа – это олигархи 90-х. Предприниматели, чьи империи родились еще в эпоху приватизации. После прихода Путина они лишились политических амбиций, но сохранили значительную экономическую мощь и международные связи. После смерти Путина они увидят в происходящем шанс на возвращение страны в мировую экономику, снятие санкций, возвращение к нормальности. Четвертая группа – технократы. Хоть это и не самостоятельные игроки, это важное звено, обеспечивающее бесперебойную работу государства, от налогов до коммуналки. К этой группе, кстати, относится и Михаил Мишустин, действующий премьер-министр, который по Конституции в случае смерти Путина становится исполняющим обязанности президента. После смерти Путина они будут озабочены минимизацией хаоса и сохранением управляемости в интересах нового суверена. Пятая группа – политические менеджеры. Они также не самостоятельны, но через них осуществляется контроль за депутатским корпусом, управляются регионы, определяются внутренняя политика и идеологические нарративы.
После внезапной смерти российского диктатора перед этими группами встает ключевой вопрос. А кто теперь главный? Путинское наследие поставило элиты в такое положение, что ни одна из элитарных групп не способна взять все под свой контроль и захватить власть. Они ненавидят друг друга, разделены на кланы, много лет враждовали между собой, но при этом прекрасно понимают, что без создания союзов они не смогут удержать ситуацию под контролем. Поэтому они договариваются о временном союзе, забывают старые конфликты и определяют техническую компромиссную фигуру, которая на данном этапе устроит всех и формально даже будет соответствовать предусмотренному Конституцией порядку, по которому действующий премьер-министр Михаил Мишустин становится фигурой антикризисного управленца. Но важно понимать, такой компромисс – это не долгосрочное решение, а лишь отсрочка. И на горизонте будет постоянно маячить риск, что временное соглашение не удержит систему. Второй важнейший вопрос, который встанет перед российской правящей элитой – что делать с войной? И тут мнения сойдутся. Надо прекращать войну и использовать этот вопрос для торга с Западом. Так рождается концепция большой сделки. Ее условия формируются поэтапно. Задача – выторговать как можно больше и, не потеряв лицо, вернуться к нормальной жизни по принципу «хочу, чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было». Суть сделки проста. Элиты соглашаются на прекращение войны с Украиной. Вывод войск со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. Признание украинских границ 1991 года. Передачу замороженных $300 миллиардов на восстановление Украины. Проведение демократических реформ, проведение свободных выборов, освобождение политзаключенных и амнистию для всех, кого преследовали по политическим мотивам. Все эти уступки не из лучших побуждений, а из жесткого прагматизма. Если не заявить о демократизации и не прекратить войну, Запад не пойдет на переговоры. Оккупированные территории – это очень токсичный актив, а замороженные валютные резервы уже и так потеряны, и их никто не вернет в условиях, когда репарации неизбежны. Взамен новая власть потребует самое главное – гарантии личной безопасности, освобождение от любой ответственности, защиту активов, полное снятие любых санкций, как личных, так и в отношении страны, и полное возвращение в мировую экономику, доступ к рынкам, иностранному капиталу и технологиям. После заключения такой сделки путинская элита выдыхает. Начинается имитация демократических реформ. Элиты будут торопливо изображать новую Россию перед внешним миром. Во всех сферах начнутся преобразования. Но все они будут носить декоративный характер. Это будет симуляция демократии. Маска надета ради того, чтобы договориться с Западом. Правящая верхушка предпочтет остановиться на этом. Но внутренние противоречия будут нарастать. Демократические силы, активисты, независимые политики, журналисты, которые дождались этого окна возможностей, начнут объединяться и требовать настоящих реформ. Свободных выборов, независимости судов, демонтажа репрессивных структур, свободы слова и ликвидации пропагандистского аппарата, который десятилетиями промывал мозги. Решив свои первоочередные вопросы с Западом, путинская элита начнет отчетливо осознавать, что требования демократизации, еще вчера считавшиеся маргинальными и не очень интересными обществу, 80% которого находится в состоянии глубокой социальной апатии, с каждым днем все больше превращаются в экзистенциональную угрозу. Все, что хотели наследники Путина, это сохранить активы, выйти из-под санкций, сделать вид перемен и спокойно жить дальше. А настоящие демократические перемены ломают этот сценарий. Они не могут сосуществовать и мириться друг с другом. Невозможно давать людям гражданские права и свободы и при этом сохранять путинский уклад жизни. И тут появляются две совершенно разные траектории, два пути, между которыми Россия будет вынуждена выбрать. Первый путь – это авторитарный откат. Здесь все предельно просто. Элиты, запуганные перспективой потери власти, начнут искать опору на так называемый класс войны.
Они будут говорить обществу о том, что страна стоит на грани хаоса, что нужна сильная рука, что реформы нужно свернуть ради национальной безопасности. В ход пойдут репрессии против оппозиции, активистов и журналистов. Будет запущен новый виток политической, социальной и идеологической мобилизации. Путинские элиты, решившие свои проблемы с Западом, но обжегшиеся на первых же зачатках демократии, от которой они отвыкли за 25 лет путинского правления, постараются вернуться в привычное болото диктатуры, где все знакомо, предсказуемо и безопасно. Просто без новой войны, которая бы снова начала угрожать их благополучию. История знает такие примеры, когда после падения диктатуры или смены лидера появляются надежды на реформы, но все быстро оборачивается реставрацией авторитаризма. Яркий пример – Египет после 2011 года. После свержения Хосни Мубарака страна испытала краткий всплеск демократических процессов. Свободные выборы, новая конституция, рост гражданской активности. Но уже через пару лет военные вернули себе власть, установив еще более жесткий режим, чем был при Мубараке. Почему это произошло? Потому что старые элиты и силовики никогда не теряли рычагов управления. Потому что общество оказалось не готово к долгой политической борьбе. Потому что демократические силы были слишком слабы и разобщены. В итоге окно возможностей закрылось, и теперь Египет снова живет под диктатурой, а демократические надежды ушли в глубокое подполье. Это предупреждение. Исторические окна возможностей не открыты вечно. Если их не использовать, их захлапывают старые элиты. И возврат может быть даже более жестоким, чем прежняя диктатура. Но пока этого не произошло, остается и второй путь. Это настоящие демократические реформы. Он предполагает, что путинские элиты, средний возраст которых 70+, согласятся на смену поколений, при которой часть старой верхушки уйдет в обмен на гарантии личной безопасности и амнистию принадлежащих им капиталов. Со временем этот путь откроет дорогу проведению честных выборов, появлению независимого суда, соблюдению демократических прав и свобод, созданию сильного местного самоуправления. Он будет включать в себя и децентрализацию, передачу реальных полномочий регионам и, наконец, признание права национальных республик на самоопределение. Если вы вдруг думаете, что такой сценарий утопия, давайте просто посмотрим на опыт Испании. После смерти Франсиско Франко в 1975 году страна оказалась в очень похожем положении. Десятилетия диктатуры, элиты, связанные с репрессиями, подавленное, но живое общество, жаждущее перемен. Что стало ключом к мирному переходу? Так называемый пакт забвения. Сознательная договоренность между новыми демократическими силами и бывшими франкистскими элитами. Оставить в прошлом диктатуру, не проводить масштабных репрессий, не устраивать массовой мести, а сосредоточиться на строительстве новой системы. Это был болезненный компромисс, который требовал уступок с обеих сторон. Элиты соглашались на демократизацию, но получали гарантии безопасности. Демократические силы шли на амнистию ради того, чтобы страна не погрузилась в новый виток насилия. Да, многое в этом пакте было спорным и до сих пор вызывает дискуссии. Но именно он позволил Испании провести легализацию партий, демократические выборы, амнистии для политзаключенных, создать новые институты и децентрализованное управление. И в итоге стать полноценной демократией и частью Европы. Этот опыт показывает, если есть политическая воля и расчет, даже тяжелое авторитарное наследие можно преодолеть не через хаос, а через компромисс. Если взглянуть с исторической перспективы, возможность именно этого второго варианта развития событий могла бы стать нашим историческим шансом. Это возможность прекратить войну, признать и загладить свою вину, начать реальные демократические преобразования, вернуться в международную систему, перестать быть изгоем и вновь войти в мировую экономику, которая дает доступ к инвестициям, технологиям и кредитам. Но ключевое слово здесь – окно возможностей. Оно не будет открыто вечно. Исторический опыт показывает, если в течение 1-2 лет после падения диктатуры не происходят системные изменения, элиты начинают закатывать асфальт обратно. Они реставрируют авторитаризм, часто в еще более жесткой форме, чем прежде. А если временный компромиссный порядок начинает сыпаться сразу, страна рискует оказаться в ситуации хаоса, когда рушатся все линии управления – армия, экономика, контроль над ядерным арсеналом. Этот риск нельзя недооценивать. Вопрос ядерного оружия – это не просто внутрироссийское дело.
а первоочередная задача международной координации. Можно ли избежать худшего сценария? Да, но только если совпадут 4 условия. Первое. Готовность части путинских элит к реальным реформам. Без союзников среди нынешних акторов демократический переход не состоится. Второе. Мобилизация общества. Если общество останется в состоянии апатии, сценарий авторитарного реванша почти гарантирован. Только коллективное давление снизу способно изменить расчеты элит. Третье. Международное участие. Ни одна успешная трансформация авторитарного режима не проходила без внешнего давления, помощи и гарантий безопасности. И четвертое. Наличие сильных демократических структур и лидеров. Если демократические силы не будут готовы предъявить обществу ясную альтернативу, вакуум заполнят сторонники авторитарного реванша. Какие выводы мы можем сделать из этого анализа? Необходимо уже сейчас проявить гибкость, избавиться от тоннельного мышления и дать четкий сигнал путинским элитам. Переходите на сторону добра. Важно понимать, большая часть российских элит – это не идейные сталинисты, путинцы или фанатичные милитаристы. Это прагматики, которых интересует личная безопасность, статус и деньги. Если они увидят, что удержать эти блага можно только через модернизацию, через переговоры, через компромиссы с обществом и Западом, они начнут дрейфовать в сторону реформ. Но этот процесс не случится сам собой, его нужно подталкивать. Да, такой подход может многим не понравиться. Но именно благодаря ему в какой-то момент мы сможем спасти страну от повторного скатывания в катастрофу. Второй важнейший фактор – мобилизация общества. В течение последних лет российское общество целенаправленно погружали в апатию. Людей отучали участвовать в политике, голосовать, протестовать, даже просто обсуждать происходящее и высказывать свое мнение. Но в момент кризиса именно общество может сыграть ключевую роль. Не обязательно через баррикады и массовые восстания, хотя могут и они возникнуть. Но через формирование запроса на перемены, через поддержку тех политиков, кто готов брать на себя ответственность, через давление на элиты и международные структуры. Если общество останется пассивным, демократический переход почти гарантированно захлебнется. Его просто украдут старые путинские элиты. Третий фактор – международное участие. Запад и международные организации – это не просто сторонние наблюдатели. Их роль фундаментальна. От них будут зависеть дипломатическое посредничество, финансовая помощь, инвестиции, гарантии безопасности, создание правовых рамок для репараций и компенсаций. Кроме того, именно международные игроки могут выступить арбитрами в вопросах контроля над ядерным оружием, разоружения, мониторинга прав человека, проведения первых свободных выборов. Уже сейчас необходимо вести переговоры с западными странами, международными организациями и ключевыми международными игроками. Не только о санкциях или репарациях, но о правилах игры после Путина, о статусе замороженных резервов, о контроле над ядерными объектами, о миротворческих и мониторинговых миссиях, о гарантиях безопасности, о предоставлении регионам права на самоопределение, о механизмах интеграции новых государств, когда они возникнут. Международное сообщество должно быть не зрителем, а соавтором этого перехода. Следующий фактор – наличие сильных демократических структур и лидеров. На сегодняшний день демократическая оппозиция находится преимущественно в эмиграции. Она разобщена, слабо организована и лишена эффективных каналов воздействия на внутрироссийскую аудиторию. Но именно она должна подготовить фундамент будущего, создать прототипы будущих партий и движений, сформировать кадровый резерв, подготовить людей, способных брать на себя ответственность, выработать объединяющую повестку, не сводящуюся только к критике Путина, но и предлагающую привлекательный для общества образ будущего, провести огромную работу в медиа и рассказать обществу о реальности демократической альтернативы путинскому режиму. И, наконец, поддерживать связь с внутренними активистами. Без всего этого у нас просто не будет шанса повлиять на ситуацию в стране в нужный момент. Внезапная смерть Путина может стать для постпутинской России возможностью остановить падение в пропасть.
перед нами откроется шанс впервые за столетия стать нормальной, свободной, безопасной страной. Безопасной не только для себя, но и для всего мира. Воспользуется ли им Россия или уйдет новый цикл диктатуры, репрессий и деградации, зависит от всех нас. Никто не знает будущего. Этот шанс может возникнуть уже завтра, и мы не должны его упустить. Подготовку к этому сценарию надо начинать уже сегодня, а может быть даже вчера. С вами был я, Сергей Антонов. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Также напоминаю, что если у вас есть желание и возможность поддержать наш проект финансово, в описании вы найдете ссылку на нашу страницу на Патреоне. Спасибо, что смотрите «Диагноз Путина». Не забудьте подписаться, если еще не сделали этого. И увидимся через неделю.